Всем привет! С вами Люда. Добро пожаловать на мой канал. Надеюсь, что у вас все замечательно и вы готовы к просмотру очередного выпуска. В сегодняшнем видео я хотела бы поговорить с вами о том, для кого подойдет фриланс, как на него решиться и с чего начать. Всем ли подходит фриланс? Мое мнение, что однозначно нет. Мы все люди очень разные, и каждому нужно свое. На вкус и цвет, как говорят, товарищей нет. Но оно же и здорово. Если все вдруг решат работать с дома, то кто же тогда будет работать на фабриках, воспитывать наших детей, пока мы работаем, делать операции, водить такси и так далее. И дело тут даже не столько в том, что кто-то должен это делать, а в том, что очень многие люди просто не смогут целыми днями сидеть у себя дома за компьютером и успешно выполнять заказы. Я знаю лично людей, которые говорят, что для них очень важно утром проснуться, нарядиться, надеть любимые туфли и выйти из дома. Многие не представляют себя без ежедневного живого общения с людьми. И не потому, что они просто не пробовали иначе, а потому, что для них это действительно очень важно. Активная социальная жизнь для них жизненно необходима. И да, вы можете сейчас подумать, ну это же фриланс, слово говорит само за себя, можно каждый день менять локации, сегодня поработал с одной кафешки, завтра с другой. Теоретически, да, работай с любого места, где есть интернет, но практически так получается далеко не у каждого и уж точно не сразу. Не подойдет фриланс и для тех, кого безумно расслабляет отсутствие четкого распорядка дня, кто не намерен сам планировать свой календарь и строго его придерживаться, а также те, кому сложно развиваться в одиночку. Если каждодневное профессиональное общение для вас очень важно и ваш стимул к развитию плотно завязан на общении в группе с единомышленниками, то не стоит себя мучить. Такой фриланс не для вас. Ну, а что если вы все же понимаете, что вы готовы сами планировать свой календарь, вы готовы сами искать проекты и определять, с какими вы хотите работать, а от которых лучше отказаться. Вы готовы постоянно развиваться, и для этого вам вовсе необходимо находиться в кругу коллег. Но что-то все-таки вас сдерживает от того шага, чтобы оставить офис. То вот мой вам совет. Не делайте этого. Точнее, делайте, но постепенно. Ни в коем случае не нужно делать резких движений, бросать текущую работу и уходить в никуда. Лично у меня, у самой, ушло целых 2 года с того дня, как я впервые задумалась о возможности перехода на фриланс, и непосредственно днем, когда я заявилась к своему офисному начальнику с заявлением об увольнении. Но все эти 2 года я не сидела просто так. Я себя мысленно готовила к этому, примеряла, так сказать, на себя, как поменяется моя жизнь, и это точно ли то, чего бы мне действительно хотелось. Как вы уже знаете с предыдущего видео, кстати, если вы его еще не смотрели, то обязательно сделайте это. Я прикреплю куда-то ссылочку, правда, я пока не знаю, как это делается, но я научусь. Так вот, как вы уже знаете, мой первый клиент нашел меня сам. И прежде чем окончательно приступить к его работе, я общалась со своей будущей коллегой. Она на тот момент фрилансила уже 3 года, и я, пользуясь случаем, активно ее расспрашивала, каково это – жить и работать в одном помещении. Каково это, когда ты проснулся, умылся, позавтракал, и вот уже ты на рабочем месте. Но мой случай встречается раз на миллион. Вы не всегда сможете пообщаться со своими будущими коллегами. Но оно и не страшно. Просто попытайтесь пообщаться с людьми, которые уже занимаются фрилансом, и позадавать им интересующие вас вопросы. Желательно, чтобы это был человек, мнению которого вы доверяете. Также вы можете оставлять ваши вопросы у меня под видео, и я обязательно на них отвечу. Что я делала еще до того, как я оставила офис и перешла на фриланс? Я училась. Я самостоятельно нашла курс
по программному обеспечению, которым мне предстояло пользоваться. Прошла курс, сдала экзамен и получила сертификат, чем, кстати, удивила своего будущего работодателя. Да, как сейчас помню, это был февраль 2017 года. Я тогда подскользнулась, подвернула ногу и целый месяц сидела дома безвылазно. Но я время зря не теряла, и за этот месяц я очень хорошо прокачала свой английский язык и проходила очень много разных курсов, связанных с моей дальнейшей работой. Так что да, можно сказать, что та плитка, покрытая льдом, на которой я подскользнулась и подвернула лодыжку, в конечном счете изменила мою жизнь к лучшему. Но вам вовсе не обязательно ломать руки, сворачивать шеи, чтобы попробовать себя в чем-то новом. Вам никто не мешает, и я даже настоятельно советую. Выделите себе время на выходных и пару часов по вечерам после работы и займитесь первоначальным исследованием. Что же вам нужно изучить? Это фриланс-биржи. Их сегодня очень много. Просто задайте в поисковике топ фриланс-бирж и начинайте изучать по порядку каждый. Но лично я выбираю Upwork. Это международная фриланс-платформа, но для того, чтобы на нее попасть, вам нужны хотя бы элементарные знания английского языка. Просто без английского вы не сможете даже заполнить свой профиль и пройти его подтверждение. Обязательно найдите и почитайте отзывы про ту или иную биржу, которую вы выбрали. Помните, что вовсе не обязательно принимать все слишком всерьез, то, чем люди делятся в сети. Особенно если это их личный негативный опыт. Помните, что даже на топовой фриланс-бирже вы найдете кучу негативных отзывов. Просто некоторые выбирают хейтить, а некоторые зарабатывать. Поэтому выбор за вами. И да, я крайне не рекомендую останавливаться на более чем одной бирже, как минимум в начале. Выберите одну и сфокусируйте все свое внимание и все свое время на одной платформе. Так вы сможете быстрее вырасти. И это все. Нет, это только начало. Вы готовы приступать к поиску вашей первой работы. Но не надейтесь, что уже завтра выстроится очередь из тех, кто захочет вас нанять. На поиски первой работы уходит очень много времени. Бывают недели, месяцы, у кого-то полгода может уйти. И это все потому, что у вас просто пока нет ни одного отзыва. У меня ушел примерно месяц активного поиска. Часа 2 каждый день я тратила на то, чтобы выискивать новые вакансии. Некоторые просили сделать тестовое задание. Я их делала, на это тратила по пол своего вечера, отправляла им. В итоге они мне просто не отвечали. Поэтому наберитесь терпения и будьте готовы к отказам. Вам порой будет казаться, что вы носите шапку-невидимку, и поэтому вас никто не замечает. Но поверьте, как только у вас появится первый положительный отзыв, для вас это будет ваша главная победа, как пропуск в мир фриланса. При условии, конечно, что и дальше вы будете поддерживать ваш рейтинг на высоком уровне. А на этом у меня сегодня все. Надеюсь, что вы уже открыли ваши заметки и набросали туда подробный план действий, который вам следует предпринять на пути к фрилансерству. А дальше, в следующих выпусках, вас ждет еще очень много всего интересного и полезного. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео со своими знакомыми, жмите на колокольчики и не пропускайте следующих выпусков. Также ставьте лайки этому видео, так я и алгоритмы YouTube понимают, что вам нравится то, что я делаю. До новых встреч!